Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Новая коллекция весна-лето 2022 под маркой Miu Miu уже традиционно стала одним из завершающих модных шоу на неделе моды в Париже. Но, несмотря на общую усталость от фэшн-марафона, показ собрал немало именитой публики и вызвал у зрителей массу неоднозначных эмоций и ярких впечатлений. По извилистому белоснежному подиуму ходили модели в ультракоротких юбках, обрезанных под грудью жакетах, свободных бермудах и трикотажных гольфах. Креативный директор модного дома Miuccia Prada предлагает поразмышлять, как бы мог выглядеть современный офисный дресс-код, если бы всю строгость в нем можно было заменить на сексуальность. Дизайнер считает, что современное поколение скептически относится к традиционным ценностям, особенно когда дело касается одежды. Поэтому в скором времени в деловом стиле может случиться переворот, и отглаженные костюмы, рубашки, юбки-карандаши уйдут в прошлое. При этом Miuccia Prada заметила, что не стоит изобретать что-то с нуля. В новой коллекции ей просто хотелось обыграть знакомые образы, пересмотреть повседневные наряды и дать новую жизнь классическим предметам нашего гардероба. Удивить и даже шокировать модную публику у дизайнера вполне получилось. Miuccia экстремально опустила линию талии, так, чтобы было видно брендированное белье, как на заре 2000-х, а из-под ультракороткого подола даже выглядывали карманы. Вязаные свитера она превратила практически в кроп-топы, в которых вряд ли можно будет согреться, зато вполне успешно похвастаться прессом. Сдержанные блузы, как предполагает рабочий дресс-код, дизайнер заменила нюдовыми бра. Неужели офисные работники действительно так выглядели 20 лет назад? Подобно непослушным школьникам, разрезающим свою форму, Prada сократила длину юбок и топов до тех пор, пока не осталось почти ничего, что можно было обрезать. И все это, заметьте, в тканях гардероба деловой женщины. Сегодня дизайнер решила, что после стольких месяцев изоляции дресс-код может быть более вольным, поэтому включила в коллекцию наряду с дерзкими мини-юбками, больше напоминающими широкий пояс, еще и брюки с сильно заниженной талией, а также расшитые стеклярусом и бисером платья и костюмы, атласные комплекты с цветочными аппликациями. В качестве модной обуви нам предложили традиционные лоферы, остроносые туфли-слингбеки, спортивные кроссовки, блестящие босоножки на тонком высоком каблуке в необычном тандеме с высокими носками или гольфами. И здесь опять же самым революционным для делового стиля стали торчащие отовсюду нитки необработанных краев одежды. Потертые манжеты и воротники на трикотажных нарядах, искусственно состаренная кожа, словно подлинявшие после частых стирок вещи, в новом весенне-летнем сезоне все это нам преподносят как самый актуальный тренд. В одном из комментариев к видеообзору моя подписчица когда-то написала, что подобную одежду в нестабильные и мутные 90-е мы носили от бедности, неустроенности быта, тотального дефицита и невозможности покупать хорошие дорогие вещи. В начале 2000-х обтрепанность превратили в тренд, и очень жаль, что высокая мода вновь подхватила эту тенденцию. Для нового поколения Z такие наряды в диковинку, и бренд Miu Miu полностью настроен на молодежное направление. Женственность, красота, элегантность отодвинуты на второй план. В центре внимания эмоциональный порыв, динамика, импровизация и максимум игривого кокетства. Мода, как говорится, для молодых и звонких. Мне, к примеру, не так уж и много лет, но при просмотре весенне-летней линейки от Miu Miu чувствуешь какой-то диссонанс между образами, которые видишь на показе и которые готова примерить сама, со своими неидеальными параметрами, с нестандартными по модельным меркам пропорциями, размером, ростом. Так что, увы. Можно сколько угодно смотреть на фото с подиума и представлять себя в этой одежде, но в жизни все это будет выглядеть, на мой взгляд, гораздо вульгарнее и совсем не так сексапильно, как на картинке. Но, дорогие зрители, это только мое личное мнение. А ваши друзья я с интересом жду в комментариях. Не забудьте нажать на пальчик вверх и подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Всем зрителям спасибо за поддержку, приятного просмотра, хорошего дня, удачи, тепла, красоты и солнечного, яркого настроения!